Письмо в будущее самому себе. Что это такое? Как и любое другое, письмо себе предназначено для того, чтобы его прочесть. Тогда возникает другой вопрос. А зачем читать то, что вы сами написали? Что ж, я уверена, спустя 5, 7 и, возможно, даже 10 лет вы уже не вспомните, что именно писали самому себе. Собственно, при нынешнем темпе жизни окружающая действительность даже за год может измениться до неузнаваемости, что наглядно продемонстрировал нам 2020 год. Конечно, такие перемены влияют на наше мировосприятие и корректируют планы на жизнь. Поэтому такое письмо самому или самой себе в будущее будет как минимум интересно прочитать. Это как минимум. А в идеале такое письмо может стать отличным мотиватором к дальнейшим действиям. Да и в принципе, оно несет в себе огромную пользу. Какую? Давайте разбираться. Польза письма в будущее. Конкретизация желаний и постановка целей. Жизненные цели и ориентиры нужны уже для того, чтобы не сбиваться с пути, когда вам сложно или затягивает рутина повседневных дел. Если вы понимаете, зачем делаете то, что делаете, и зачем вообще живете, любые сложности переносятся легче. Письмо в будущее – это отличный повод обрисовать свои цели и сформировать понимание, что вам делать в ближайшее время и в ближайшие годы. Таким образом, пользу от письма в будущее вы получите уже в момент, когда его пишете. Мониторинг изменений. Мы все знаем, что все течет и все меняется. Однако часто даже не представляем, насколько сильно. Прочитав, что вас волновало 5-7 лет назад, вы можете даже не поверить в первый момент, что это были вы. Или ностальгически усмехнуться собственной наивности. В любом случае, адекватность никому не помешает. И желательно понимать масштабы изменений, произошедших с вами за последние годы. Переосмысление ценностей и расстановка приоритетов. Этот пункт вытекает из предыдущего, потому что если меняетесь вы и окружающий вас мир, меняются и ваши взгляды, цели, желания и приоритеты. Очень полезно посмотреть свежим взглядом на вчерашние желания и жизненные приоритеты. Кому-то это поможет откорректировать жизненный путь в соответствии с новыми обстоятельствами, а кто-то поймет, что нельзя предавать мечту, невзирая ни на что. Возможность переосмыслить прошлый опыт в будущем. Став взрослее и прожив энное количество лет на этой планете, мы видим многие прошлые события чуть иначе. Дело не только в произошедших в нас качественных изменениях. Сам по себе фактор времени позволит взглянуть на прошлые события более спокойно, менее эмоционально, проанализировать их с позиции полученного опыта и увидеть нечто новое, что не было очевидно сразу, но что может быть полезно в перспективе. Мотивация к будущим успехам. Если все задуманное сбудется хотя бы на треть, в будущем это станет отличным поводом испытать положительные эмоции и похвалить себя за упорство и настойчивость в достижении целей. Если же нет, но ранее поставленные цели все еще будут актуальны, тогда письмо из прошлого станет дополнительным стимулом что-то изменить, активизировать усилия, предпринять новые шаги и вообще разумнее распоряжаться своим временем. Однако есть еще один важный момент, о котором обычно умалчивают бизнес-коучи. Дело в том, что люди, имеющие долгосрочные цели, реже попадают в неприятные ситуации и реже имеют проблемы с законом. Это доказано экспериментальным путем моделирования соответствующих ситуаций. Таким образом, письмо в будущее приближает нас к достижению целей и исполнению желаний уже тем, что мы эти цели и желания вынуждены формировать в письменном виде более внятно, чем если бы просто прокручивали их в голове или рассказывали кому-то устно. Или, допустим, не имели бы жизненных целей совсем, потому что в отсутствие целей и желаний априори непонятно, к чему стремиться. Как написать письмо в будущее самому себе? Итак, как же правильно написать письмо в будущее самому себе? Словосочетание «правильно написать» не стоит понимать слишком буквально, потому что письмо – это почти всегда вольный стиль, а то и просто поток мыслей. Но любое письмо должно иметь начало, конец и, собственно, суть, ради которой оно пишется. Вы мечтаете объездить весь мир? Так и напишите в письме самому себе. А еще можно перечислить страны и достопримечательности, которые хотелось бы увидеть в первую очередь. Это сделает ваши мечты более осязаемыми. Возможно, вы мечтаете поступить в престижный вуз? Смело пишите об этом тоже и обязательно распишите, зачем вам этот престижный вуз.
Вряд ли просто для того, чтобы сидеть по 8 часов в день за компьютером. Поэтому попытайтесь мыслить шире и представить, чем конкретно вы могли бы заниматься, имея на руках суперпрестижный диплом. Если же вы пока совсем не знаете, чего вы хотите от жизни и о чем писать, возможно, вам помогут сориентироваться вопросы по теме. Итак, вопросы для письма в будущее. О чем я мечтаю? Какой я сейчас и каким хочу стать в будущем? Чем я занимаюсь в свободное время и хочу ли я заниматься этим дальше? Где я живу и где хочу жить в будущем? Куда я ездил и где мне больше всего понравилось? Что из сегодняшних событий я хотел бы запомнить навсегда? Какую музыку я слушаю сегодня? Какие фильмы я сегодня смотрю? Какие книги я сегодня читаю? Обратите внимание, что ответы насчет музыки, фильмов и книг зачастую более информативны, чем общие банальные фразы насчет увидеть мир или поступить в престижный вуз. Ваши вкусы говорят о вас намного больше, чем вы сами. И когда вы спустя годы посмотрите, как изменились ваши вкусы в кино, музыке и литературе, вы намного лучше поймете, какие именно изменения произошли с вами. В любом случае, письмо должно быть легким, доброжелательным и необходимым лично для вас. В общем, вы у себя один или одна, поэтому берегите себя в хорошем смысле этого слова и пишите себе только хорошие, заряженные позитивом письма. Как отправить письмо в будущее? Я бы предпочла использовать старинные методы по типу закопать письмо в какой-то маленькой коробочке у какого-то дерева или что-то в этом духе. Но с этим вопросом, я думаю, вы сможете разобраться без меня. В 21 веке полно способов написать письма будущему себе и запланировать отправку его на через 5, 7 или даже 10 лет. В общем, не обязательно использовать какие-то допотопные методы. Итак, как же письмо в будущее помогает добиться целей? Мы с вами уже выяснили, что даже сам факт постановки целей уже приближает вас к ним. Просто потому, что когда цели не ясны и не прописаны, тогда непонятно, куда идти, к чему стремиться. Однако, если ограничиться изложением целей и желаний в письме, бумажном или электронном, и ничего не предпринимать для их осуществления, вероятность того, что все сбудется, приблизительно равна вероятности закончить вуз, не открывая учебники, найти хорошую работу, не занимаясь ее поисками, оказаться за рубежом, просто сделав загранпаспорт. А вот для тех, кто намерен трудиться сам, письмо в будущее станет отличным мотиватором. Прописывая цели, человек всегда, вольно или невольно, продумывает способы их достижения. Лучше продумывать осознанно, даже если цели кажутся невыполнимыми. Тогда такие раздумья могут со временем превратиться в план действий. Как видите, причин написать себе такое письмо в будущее достаточно много. Напишите, даже если вам уже за 30 и кажется, что ваши цели слишком амбициозны и вам не хватит для их достижения ни времени, ни образования. Мир очень изменился, и сегодня для получения нужных знаний не нужно 5 лет учиться в вузе. Так что смело пишите себе письмо в будущее, потому что нужные ресурсы для того, чтобы сделать это будущее радостным, при желании можно найти. Пишите, если вам 16 лет и у вас все впереди в силу вашего возраста. Пишите, если вам 27, потому что у вас не только все впереди, но и есть определенный багаж знаний, который можно применить с умом. Пишите, если вам 38 или 52, потому что, как тонко подмечено в книге «Хозяйка книжной лавки на площади трав», сегодня первый день вашей оставшейся жизни. Эту фразу не зря цитируют многие психологи. Потому что только от вас зависит, будет ли в вашей оставшейся жизни что-то интересное.